Приветствую всех на нашем канале. Обзор сегодня про сразу две модели, в числе которых и новинка PCIe A5. Большинство из режимов подбирается в автоматическом порядке, и эти приборы быстро смогут освоить даже те люди, которые очень далеко от современных технологий. Так что обо всем поподробнее. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. С моделью A5 в комплекте можем увидеть и дополнительные насадки наконечники в качестве бонуса. Также в качестве бонуса идут два тестовых зажима. И изготовлена из очень мягкого материала, похожий на силикон или резину. Насадки сделаны достаточно добротно, и такой комплект дает возможность проводить более точные измерения на микроскопических сборках. В комплекте поставки видим кейс для удобства транспортировки и хранения. И по качеству изготовления здесь видим, все отлично сделано. В качестве элементов питания две батарейки с напряжением 1,5 вольт стандарта 3А, термопара для снятия показания температуры в стандартном исполнении, как на большинство комплектаций приборов. Шупы на этот раз уже полноценные и взаимозаменяемые с большинства существующих мультиметров. Провода здесь не так сильно мягкие, и максимальный ток коммутации до 10 амперов. В качестве защиты есть еще такие дополнительные изоляционные насадки, и разъемы, как уже сказано, спокойно подходят и на другие приборы. И длина составляет порядка 1 метра. Здесь можем видеть бумажку, похожую на сертификат соответствия с датой поверки. Руководство пользователя поставляется в двух языках, китайский и английский, а так технические параметры разобраться, мне кажется, нет никаких проблем. И здесь можете ознакомиться с разрешением, допуском, точностью и остальными важными параметрами. Еще такая приятная мелочь, отвертка в комплекте, ну и сам собственно прибор, который уже вырос в размерах и комплектуется с таким мягким, тонким защитным чехолом. Из органов управления всего 3 кнопки на приборе. Кнопки достаточно крупного размера и сделаны из мягкого материала. Единственный недостаток популярной модели серии S, который набрал огромную популярность на нашем канале, есть нехватка возможности измерения тока. В этой же модели эту проблему устранили, но сделали еще более безопасный способ измерения тока, и предел измерения составляет 600 мА тока, и это покрывает большинство существующих требований по ремонту, настройке различного радиооборудования и остальными функциями для решения большинства бытовых задач. До проведения тестирования пробежимся коротко и по модели A1. Комплектации поставки видим такая же мини-отвертка. Руководство пользователя снова на двух языках, китайский и английский. Шупы по размеру чуть меньше, хотя также имеются изоляционные наконечники, и разъемы здесь также имеют нестандартные размеры, и длина проводов примерно 1 метр. Этот прибор значительно компактнее, и при этом размер жидкокристаллического дисплея, размеры кнопок все один в один. Еще одно отличие, кроме толщины прибора, это прозрачная крышка фонарика, в котором вынесен и датчик NCV детектора. Отсек для элементов питания для большей долговечности имеет вот такую бронзовую резьбовую вставку, и в данном устройстве, не разбирая прибор, можно также производить быструю замену предохранителя. Для включения прибора достаточно короткого нажатия, а для отключения эту же кнопку удерживаем нажатой.
Второй прибор также смотрим, питается от двух элементов питания стандарта 3А 1,5 вольт. Также присутствует бронзовая вставка резьбы. Здесь принцип включения немного отличается, для этого удерживаем нажатой кнопку, и с виду, несмотря на различия в размерах, то дисплей не так сильно отличается. И первый такой пробный тест на прозвонку. Здесь не следует рассчитывать на быстрый отклик, особенно в автоматическом порядке, поскольку прибор сперва проверяет, какая нагрузка прикладывается на шупы, что за режим определяется, и прибор в автоматическом порядке распознает, что это включена именно функция режима прозвонки, и на этом приборе также все в автоматическом порядке. И здесь для тех, у кого плохой слух или вовсе отсутствует, то данный режим помимо звукового оповещения видим и дублируется в качестве индикатора свечением дисплея в красном цвете. Снова автоматический режим, прикладываем напряжение на шупы, и прибор, как видим, при одном шупе пока что прибор пытается распознать путем измерения сопротивления, и второй шуп сразу точно распознает режим измерения и показывает точные показания измерения, распознает как режим измерения постоянного напряжения. На втором приборе при подключении первого шупа уже отображается, или по крайней мере пытается распознать как переменное напряжение, и вторым шипом уже показывает правильные показания постоянного напряжения. И правильные потому, что если сравнивать с таким эталонным прибором, то показания очень даже неплохие, учитывая стоимость данного прибора. И сейчас измерение более высокого опасного напряжения. Красным свечением дисплея прибор снова предупреждает об опасном высоком напряжении, и что очень удобно, одновременно при измерении напряжения снизу на дисплее можем наблюдать и индикацию частоты. Все точно так же распознается и этим прибором, но и одновременное отображение напряжения и частоты тоже. Теперь переходим в режим ручного измерения. Для этого кнопкой Select коротким нажатием переключаемся в режим Live, то есть функция обнаружения фазы с помощью одного шупа, то есть отличает фазу от нулевого провода. Второй прибор все точно так же. И еще одно короткое нажатие, прибор переходит в режим измерения сопротивления. Здесь все точно так же. Сопротивление на шупах 0. И если это так на самом деле, то шупы должны быть неплохого качества. Проверяем второй прибор. И здесь, как можем видеть, прибор начинает работать в режиме прозвонки. То есть логика построения цепи уже отличается от модели А5. Начинаем измерение. Слишком маленькое сопротивление прибор, естественно, не может отобразить из-за отсутствия такой цифры после запятой. Это выделение также отсутствует. Дальше тоже тишина. Скорее всего, идет занижение по сопротивлению. Первые измерения уже идут с номинала резисторов 5 Ом. 84 Ом нормально измеряет. 100 Ом есть. 1 килоом есть. Есть и 100 килоом. 1 мегаом и отличное измерение сопротивления в 24 мегаома. По дисплею могу сказать отличные углы обзора, практически под прямой угол, и по вертикали есть, конечно, такой небольшой угол перехода контраста, но это в большей степени беда самой технологии построения монохромных жидкокристаллических дисплеев. А так все отлично отображает. Пробуем второй аппарат измерения сопротивления. Здесь уже каждое измерение будет сопровождаться вот таким прозвоном.
и с увеличением сопротивления уже измерения проходят без сопровождения звукового оповещения. 100 Ом нормальное измерение, 1 килоом есть, 100 килоом также отлично, 1 мегаом измеряется и более высокий номинал, смотрим здесь тишина. Следующая функция в данном приборе, снова нажимаем кнопку Select и переходим в режим прозвонки. Чувствительность на контакт очень высокий и пока еще звук не успевает, но дисплей, как видим, уже реагирует. Иногда такая беда встречается из-за блестящего покрытия на шупах, и здесь как раз смотрим с помощью этих насадок результат. Действительно есть, и скорость отклика становится значительно лучше. Очень хороший отклик. Теперь смотрим на работу размыкания. Ну, что еще нужно? Этот бренд действительно умеет слушать и быстро устраняет ошибки даже на столь относительно недорогих приборах. И это действительно радует. Пример работы более совершенные модели. Здесь функция реализована еще лучше. Неплохая скорость отклика, а с этими насадками прибор становится, как видим, еще лучше. Очень быстрая реакция. На размыкание также работает отлично, но иногда, как можем заметить, может чуть заедать. Далее переходим в режим работы теста диода. Есть достаточно быстрое измерение, но отсутствует дублирование звуком и световым оповещением. Производим измерение напряжения на шупах, и здесь видим отличный показатель, близкий к 4 вольт напряжения, с помощью которого отлично можем тестировать всевозможные и более емкие светодиоды. Как результат, отличное зажигание и индикация падения напряжения. Смотрим также и другие цвета светодиода с разными параметрами. Все точно также зажигает и есть индикация падения. На этом приборе следующая функция — это режим измерения постоянного напряжения. Более высокое напряжение точь-точь как на высокоточном блоке питания Rigol, то есть с увеличением напряжения не складывается погрешность. Очень малые напряжения пока трудом удается распознать, а все, что выше 30 милливольт, уже неплохо отображается. 1,99, все как на блоке питания. И единственная проблема — очень маленькие напряжения с таким прибором невозможно уловить. А на автоматическом режиме измерения постоянного напряжения период начала распознавания начинается от напряжения примерно 0,4 вольт и выше. На втором приборе эта функция реализована все точно так же, 2 цифры после запятой, но в отличие от другого прибора здесь отображается и минимальный показатель измерения 10 милливольт, и также отлично складываются все последующие милливольты. Хотя при увеличении создается совсем незначительная погрешность. На автоматическом режиме мизерное напряжение определяется как прозвон. Все, что выше 30 милливольт, это уже как измерение сопротивления.
И когда достигается отметка почти в 1 вольт, начинается измерение постоянного напряжения. И в обратном порядке смотрим, пока мертвая зона, прибор ничего не чувствует. По этой причине здесь производитель сделал возможность выбора автоматического и ручного режима измерения. И снова на отметке в 1 вольт переходит режим измерения напряжения. Теперь проверяем и переменное напряжение. Для этого постепенно увеличиваем частоту и видим постепенное приближение к истинному показателю среднеквадратичного значения, хотя частота еще не очень точная и пока еще нестабильное измерение, которое более-менее с увеличением числа отображается и более правильная амплитуда и точная фиксация частоты. А при нормальной частоте в 50 Гц уже видим, как на осциллографе, точные показания извлечения среднеквадратичного значения измерения. Смотрим частоту 100 Гц, амплитуда особо не поменялась, сохраняется и отображение частоты. 500 Гц снова нормальное отображение частоты и амплитуды, и в значении 1 кГц уже прибор думает, но все равно удается распознать правильное число колебания частоты. А все, что выше, видим, амплитуда сохраняется, но частота, увы. И теперь смотрим разные формы сигнала на фиксированной частоте. Этот прибор также пробуем на измерение частоты. Здесь чуть хуже работа, чем на предыдущем приборе, но уже с отметки 30-40 Гц уже отображается нормальное измерение. 100 Гц также есть индикация, 1 кГц. Отлично, и все, что выше, здесь точно так же, как и на втором приборе, то есть предел измерения 1 кГц. Еще одно отличие этой модели – наличие функции VFC в данном режиме, то есть так называемая функция Voltage Frequency Control. Если не ошибаюсь, такая функция позволяет, особенно в высокочастотном спектре, подавлять паразитный слой или, так сказать, извлекать максимально точные показания при работе с частотными преобразователями и другими приборами, в котором форма сигнала может отличаться от обычной амплитудной частотной модуляции. Этот прибор может удивить еще и наличием возможности измерения емкости конденсаторов, и начинаем измерение с такой малой емкости, с нанофарадов. А вот малую емкость пикофарады пока все еще не получается измерить. А вот более емкие конденсаторы, здесь уже видим отличное измерение вплоть до 47 миллифарад. Также в приборе есть отдельная функция измерения частоты, и в этом случае уже измеряются более высокие колебания и достаточно быстрое измерение. Ну и как видим, измеряется вплоть до 10 кГц, что очень даже неплохо для такого рода прибора. Далее переключаемся в режим измерения температуры уже как со встроенного датчика, так и с внешнего. И что удивительно, измерение сохраняется на 2 независимых индикатора. Есть также показатель на примере кипения чайника. И такого рода термопары, как видим, имеют очень низкую инерцию и довольно точно снимают показания измерения.
И такой внешний датчик доступен только на этой модели, поскольку для тех, кому будет это решающим, это и сушильные шкафы, измерение температуры, инкубаторы и многое остальное. И такая функция никогда не будет лишним. Фонарики здесь имеют неплохой такой свет. Это, конечно, не так ярко, но основную роль, функцию все-таки прибор выполняет, и яркость свечения на обоих почти одинаковые. Теперь, как самая важная функция для некоторых пользователей, это измерение тока. Сразу при установке щупа на приборе дисплей загорается тревожным красным цветом. Таким образом, лишний раз предупреждает о том, что пользователь случайным образом ошибок не совершал. По точности измерения можем наблюдать, и меняется все как на высокоточном блоке питания. С возрастанием токов тоже сохраняется точность. И после предела счетчика измерения, после превышения которого появляется вот такое значение ошибки, но при этом продолжаем увеличивать еще более высокое значение тока, и даже при значительном увеличении смотрим, все еще ток остается в цепи, и при возвращении в рамки допустимого измерения прибор снова оживляется и начинает измерение. То есть при значительном превышении тока цепь механически не повредилась. И эта защита тоже, согласитесь, многие из вас также наверняка забывали перекидывать щупы, и как результат выход из строя цепи коммутации измерения малых токов. Удерживая нажатой данную кнопку, можно одновременно включать подсветку дисплея и функцию фонарика. Фонарик и подсветка точно так же включается и на втором приборе. Цвет подсветки очень удачная, но вот избыточная яркость, особенно отражение света фонарика, создает еще более избыточное свечение, особенно сверху. Но это больше на камеру, поскольку вживую не так сильно бросается в глаза. Еще одна, или, так скажем, одна из основных функций данного мультиметра – функция V-Alert, то есть возможность обнаружить электрическое поле дистанционным образом. Но если же поставить на более высокую чувствительность, то прибор еще лучше, еще быстрее распознает данное поле. Этот прибор тоже самое позволяет регулировать высокий и низкий уровень чувствительности. Хотя работу более высокой чувствительности мне на этом приборе нравится еще больше. Это не муляж, и данная функция реально отлично работает. Теперь немного заглянем и в начинку прибора. Здесь одна микросхема залита. На втором вообще никаких опознавательных знаков. В любом случае сборка сделана все очень аккуратно, никаких следов канифолии. Есть маркировка компонентной базы, и сбоку расположен реле, который слышно как щелкает и за пределами прибора. В качестве защиты есть предохранитель, и видим два варистора. Теперь проверим, и сколько потребляет тока данный прибор. С нормальным напряжением в 3 вольта. Примерно 4 мА тока потребления. В выключенном состоянии, как видим, все нули, а при включении фонарика и подсветке жидкокристаллического дисплея смотрим, увеличивается в более чем 10 раз. В остальном и на других режимах ток потребления особо не меняется. Для тех, кто любит пользоваться аккумуляторами, и в большинстве случаев напряжение там 1,2 вольта, и как видим 2,5 вольт прибор нормально функционирует.
А если снижать до 2 вольт, то прибор уходит в защиту, то есть даже с напряжением 2,2 вольта прибор все еще нормально не дружит, и соответственно работа с аккумуляторами остается еще под вопросом. Еще одна функция на приборе — значок в виде таймера, но эту функцию можно отключить. Для этого достаточно короткого нажатия на кнопку включения, и такой значок исчезает с дисплея. Соответственно, прибор теперь будет работать бесконечно долго, вплоть до полного опустошения элементов питания. А на включенном таймере прибор спустя 15 минут издает предупреждающий сигнал. Если не делать никаких действий с прибором, то прибор уходит в автоматическое отключение для сохранения заряда элементов питания. Второй прибор показывает еще лучшие результаты по потреблению тока, чуть менее 3 мА, а то, что работает при напряжении менее 2 вольт, это уже отличный результат для тех, кто хочет использовать низковольтные аккумуляторы. И на остальных режимах в том числе также сохраняется примерный одинаковый расход тока. И касательно фонарика и подсветки, тут также ток потребления меньше на 20-25 мА. И даже при максимальном потреблении в режиме NCV ток потребления достигает максимум 60 мА. Все точно такая же функция автоматического отключения с помощью таймера. Таким же образом кнопкой включения с коротким нажатием включается и выключается функция Auto Power Off. На выключенном приборе здесь также видим отсутствует фоновое потребление тока. Ну и подводя итоги, можно сказать, отличные многофункциональные приборы. И в комментариях, если сравнивать, то просьба сравнивать не с такими приборами, а примерно хотя бы равной ценовой категории. В остальном небольшие токи потребления, отличная прозвонка и лучшая реализация работы подсветки дисплея. То есть нет такого навязчивого постоянного автоматического отключения. В знак поддержки канала приветствуются лайки, комментарии, репост. Спасибо за просмотр.